Всем привет! С вами Таня Генерал. В сегодняшнем видео говорим с вами об одном из самых базовых и глубинных страхов человека – страхе смерти. Это видео я подготовила по материалам конференции, куда меня пригласил один мой приятель, который очень сильно интересуется биохакингом. Биохакинг – это наука, которая сейчас очень популярна. Она раскрывает разнообразные секреты, которые позволят продлить молодость, активность и остаться как можно дольше живым и здоровым. Смотрите это видео до конца, оно будет небольшое. В конце я приведу все практические идеи и советы, которые я на этой конференции услышала. Ну а сейчас давайте начнем с самого начала. Страх старости – это такой маленький сыночек страха смерти. Страх смерти – самый глубинный страх человека, страх не существовать. Деваться от него некуда, если он у вас есть, это абсолютно нормально, но давайте разбираться. Если вы сейчас сами себя спросите, если вы относитесь к тем людям за и уже задумываетесь о том, как бы вам не хотелось стареть, то вы наверняка найдете у себя все ниже перечисленные критерии старости. Традиционно разделяют три таких подразделения. Это физическое состояние, это эмоциональное состояние и это когнитивные функции. Все они считается, что они угасают с возрастом, и именно все эти три составляющие являются базовыми страхами любого человека, который боится стареть. Ну, давайте разбираться. Давайте начнем с пункта номер 1. Физическое состояние организма. С одной стороны, все это звучит абсолютно логично, да. Проницаемость мембран снижается, нездоровый образ жизни накладывает свой отпечаток на сосуды, становятся менее эластичными связки и все остальное. Это абсолютно верно, это физический факт, от него никуда не деться. Но я бы хотела привести вам сейчас исследование известного автора книги You Are Placebo Джо Диспенза, где он рассказывает об эксперименте, когда контрольную группу людей 70-летнего возраста поместили в условия, где полностью было воспроизведено ощущение, что они находятся во времени, когда им было 30 лет. Вплоть до того, что в холодильнике лежали те же самые продукты, по радио играла та же самая музыка, обстановка в доме была такая же. И вы знаете, по прошествии эксперимента обнаружилось, что не только субъективные факторы, так как настроение, ой, я ощущаю себя на 30 лет, но даже абсолютно субъективные измеряемые факторы, как плотность костей, пульс, кардиограмму им измеряли, частоту сердцебиения во время физических упражнений, все это значительно улучшилось. Что показывает нам, что во многом вот это представление о том, что с возрастом мы должны начинать разваливаться на куски, это на самом деле все миф и никакая неправда. Да, нельзя отрицать, что метаболизм снижается, но если вы посмотрите на то, что и благодаря тому, что вы становитесь старше, вы махаете на себя рукой и забрасываете любые занятия спортом и физическую активность, то тут, конечно же, не на чего нам с вами пенять, кроме как на себя. Я прошла этот самый путь сама. Во время карантина я одновременно еще взяла целый год, что называется, sabbatical. Об этом я сняла уже следующее видео, когда я делала ничего, по максимуму делала ничего. И да, за этот год ко мне прилипло примерно 10 лишних килограмм, но здесь я абсолютно точно вижу, возраст вообще абсолютно ни при чем. Хотя я тоже могла бы списать это на возраст и сказать, ну все, теперь буду такая. Но я точно знаю, что это все связано с тем, что я очень мало занималась и много ела. Я вернулась в строй, я решила заняться собой. И я стала искать, где бы мне вот поделать какие-то тренировки. У нас, к сожалению, в общественных местах до сих пор еще могут требовать маски, или люди, которые занимаются сами в масках, могут пойти на тебя нажаловаться. Классы в спортзалах нерегулярные по разным направлениям, поэтому я стала искать это дело онлайн, где можно что-нибудь найти хорошее и интересное. Для меня, например, очень важно, чтобы у меня было обязательство. Просто бесплатные доступные видео на YouTube, бери и занимайся, для меня не работает. Мне надо комьюнити, мне надо программу, мне надо место, куда я буду приходить и знать, что вот у меня за это заплачено, вот у меня есть
делай сегодня, делай завтра, делай послезавтра, и туда я и пойду. И я нашла для себя решение. FitStars – это онлайн-фитнес-клуб. Это платформа, которая позволяет превратить в спортзал любое пространство в вашем доме или на вашем дворе. Вы получаете доступ к тренировкам с лучшими фитнес-тренерами, которые выглядят как нормальные люди, а не как герои каких-нибудь голливудских фильмов, какие-нибудь там победители бодибилдерских соревнований. У вас масса возможностей выбирать все, что вам нравится. Йога, зумба, растяжка, упражнения для разных уровней. И даже сейчас они сделали отдельные классы для детей от 3 лет. Мне не актуально, но вдруг вам пригодится. Самое приятное то, что для занятий вам не потребуется никакого инвентаря. Я держу здесь гантели просто потому, что я люблю дополнительную нагрузку. Все еще хочу ручки, как у Мадонны. 8 раз, поехали. Выдох. 2, 1. И следующее упражнение у нас. Вам не понадобится ничего специального. Только от 5 до 30 минут каждый день, через день, так часто, как вы хотите этим заниматься. Система полностью простроена и организована. Если вы следуете, вот, например, вот эта программа «Новая жизнь», она предполагает занятия на разные группы мышц в течение всего курса. И там за вас уже все продумано, вам даже не надо включать голову. Все, что вам нужно включить в момент тренировки, это вот свое тело, слушать и повторять. Тренировки устроены в очень классном формате, в виде «смотри и повторяй». Тренер это все делает вместе с вами. Очень-очень рекомендую. Кроме всего прочего, я, конечно, девочка слепенькая, я с телефона ничего не люблю. Я, как вы видите, вывожу все на большой экран, но при этом, так же, как у всех нормальных веб-сайтов, у FitStar есть и мобильное приложение, поэтому если вы любите делать свои тренировки в парке, вы можете все это вполне себе открыть на телефоне и пойти заниматься где-то в парке. Также на платформе есть раздел с рецептами и с рекомендациями по правильному питанию. Американцы любят говорить: любая хорошая фигура начинается на кухне. Я с этим абсолютно согласна. Напоминаю вам, что только в течение этой недели по моему промокоду Таня Генерал вы получаете 70% скидки на любые программы. И если вы посмотрите, вы можете получить вот этот вот полный безлимитный доступ ко всем программам, ко всем ресурсам всего за 3990 рублей. Но для этого вам нужно ввести мой промокод, и вам не нужно это откладывать в долгий ящик. Хотите быть долго-долго здоровыми и активными? Давайте начинаем заниматься спортом вместе со мной. Будем смотреть, кто из нас быстрее похудеет, кто сбросит эти проклятые 10 килограмм. Но возвращаясь к нашей с вами теме, еще один момент, связанный с физическим старением. Это проблема, которая была описана в психиатрии примерно 20 лет назад, и она называется синдром Дориана Грея. Это человек, когда он боится стареть, это свойственно незрелым личностям, личностям с нарциссическим расстройством. Для того, чтобы не быть этому подверженным, нужно остановиться, посмотреть вокруг и сказать себе: я – это не только то, как я выгляжу. Я – это то, что я делаю, думаю, чувствую, как я взаимодействую с другими людьми, что я знаю, умею и могу. И это вам сильно поможет и подвинет вообще вашу парадигму. Я понимаю прекрасно, что это свойственно не только нашему поколению, тем, кто, в общем-то, жил в навязанных обществом стереотипах, что после 30 тебе уже прямая дорога на кладбище, а после 50 вообще уже вязать носки и мариновать помидоры. Но я думаю, что и современному поколению не легче, потому что когда мы видим с вами огромное количество вот этой вот льющейся из всех экранов на нас заштукатуренной однородной массой вот этих вот клонов, одинаковых, красивых, зафотошопленных, без единого изъяна, таких в жизни не бывает, так в жизни не бывает. Даже вот сейчас, смотрите, я попросила мой новый Samsung снизить количество вот всех вот фильтров на мне, чтобы я выглядела максимально натурально, потому что, ну зачем нам вот эта фальшивка? Мы такие, какие мы есть, правда же? Резюмируя часть про физическую активность, давайте все примем как данность, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. По мере возможности, как вы можете, начинайте прямо сегодня. Ставьте на своем фитбите количество шагов чуть больше, чем у вас было, 7 тысяч, 10 тысяч, и начинайте хотя бы с хождения.
Занятия спортом, они работают по принципу мягкого вхождения. Вам нужно делать сначала то, от чего вас не тошнит, от чего вас не воротит, от чего вам не хочется бросить. И медленно, медленно, медленно ваше тело начинает вдруг входить в этот кайф, начинает понимать, как это здорово, начинает подсаживаться на эндорфины, которые вырабатываются. И в один прекрасный день вам нравится, как вы ощущаете свое тело, как у вас опять подтянулся живот, и потом уже вас действительно не оттянешь за уши. И на нашей платформе вы можете найти уроки разнообразного уровня сложности и делать уже то, что вам понравится. Так, переходим теперь к когнитивным проблемам. Забыла, что хотела сказать. Вот это и есть та самая главная когнитивная проблема. Самое распространенное мнение о старости – это то, что в старости повышается забывчивость, снижается память и снижается сильно возможность учиться новым навыкам, новым знаниям, и уже вообще ничего в голову не лезет. С одной стороны, это действительно может быть объективной реальностью, потому что способности нашего мозга ко всем когнитивным функциям, они базируются, ну извините меня, опять на всем том же. Проницаемости мембран, плотности и эластичности сосудов и тех самых миелиновых оболочках, которые истончаются, если о них не заботиться. Но, с другой стороны, учеными доказано, что если заниматься своими когнитивными функциями, тренировать их и продолжать их поддерживать так же, как и поддерживать свое тело, то активную мозговую деятельность можно поддерживать на протяжении всей своей жизни, быть в трезвом уме и в здравой памяти, в здравом уме и в трезвой памяти до конца своей жизни. Да, мы не исключаем с вами органических поражений мозга, которые вызывают болезнь Альцгеймера, которые вызывают деменцию, которые вызывают, конечно же, рассеянный склероз. Но эти вещи либо генетически предрасположены, либо они могут быть вызваны какими-то сопутствующими заболеваниями. И это все-таки редкий процент. В большинстве своем мы опять же говорим с вами о том, что мы подвержены стереотипам, мы махнули на себя рукой. Что делать с погасанием когнитивных функций? Слушайте дальше. Эмоциональная составляющая, наверное, самая неприятная в процессе старения, потому что эмоции – это язык нашей души, их не пощупаешь, им не скажешь «замолчите, вы не правы», они базируются на наших каких-то глубинных убеждениях. О том, что старение непременно связано со снижением нашей ценности, со снижением наших возможностей, со снижением возможности получать счастье, со снижением возможности получать удовольствие от жизни. Очень часто я слышу, что «ах, мне там 35 лет, хочется застрелиться накануне дня рождения», «ах, мне 30-10 лет, хочется застрелиться накануне дня рождения». Если мы посмотрим с вами в глубины этих убеждений, это опять будет все про то, что мы измеряем себя своей внешностью, мы измеряем себя тем, насколько мы производим впечатление на окружающих, упругостью своей кожи, ясностью своих глаз, чистым цветом своих волос. Но на самом деле это не так. Если присмотреться внимательно и разобрать по косточкам, что же больше всего вас пугает в старости, сделайте это прямо сейчас, ответьте для себя. Вы боитесь потерять мобильность, вы боитесь бедности, вы боитесь потерять красоту, вы боитесь остаться одни и оказаться в доме престарелых. Что больше всего вас пугает? Ответьте на этот вопрос. И переходите к третьей части этого видео, где мы с вами разберем все возможные пути решения любого из ваших страхов. Ну и что? Как и обещала, все, что я услышала на этой конференции, практические советы, никакой Америки не открою, но, тем не менее, может быть, даст вам повод о чем-то задуматься. Самый главный страх по статистике в старости – это бедность, падение уровня доходов. Здесь нет никаких волшебных рецептов, кроме того, что начинать об этом заботиться прямо сейчас. Обеспечивать себе доход на старость, откладывать инвестиции, дивиденды, какая-то конвертируемая профессия, которую вы сможете выполнять в старости без напряга для своего организма, или какие-то ценности, которые вы можете в старости реализовать, продать, конвертировать в возможность хорошо жить. Других здесь никаких секретов нет. Но если вы ответили для себя, что самый главный страх старости для вас – это бедность, то смотрите в эту сторону. Для тех, кто думает, что в старости, старея, не в старости, а старея,
он не найдет какую-то себе уже работу и будет безработным, имеет смысл прямо сейчас сесть и составить для себя список, как вы можете повышать свою востребованность на рынке, что вы можете для этого делать, для того, чтобы вы были ценным сотрудником долго-долго-долго еще. В этом смысле, конечно, Америка на меня очень сильно повлияла, и здесь я понимаю, как достаточно высоко ценятся уже взрослые сотрудники, потому что у них очевидно, что есть жизненный опыт, и не обязательно все это время только в одной отрасли, но даже просто жизненный опыт и опыт работы в разных отраслях, он тоже очень высоко ценится. Если ваши переживания базируются на состоянии вашего тела, о том, что вы будете болеть, что вы будете привязаны к кровати, разве так можно говорить? Вам, конечно же, прямая дорога. Прямо сейчас сядьте и подумайте, каких специалистов вам нужно пройти, где у вас самые уязвимые места. Напишите себе список, позвоните своим врачам, назначьте встречу, начните проверяться, ходите по консультациям. И опять же вернитесь к началу нашего видео и посмотрите ту часть про физическую активность, потому что физическая активность наше все, доказано вообще всеми, кем только можно. Есть еще один пункт. Я не знаю, кто-нибудь из вас это ответил, но на конференции нам рассказывали, что по статистике 35 людей указывают, что, боясь состариться, они боятся, что больше никогда не испытают сексуального удовольствия, что со старостью у них угаснет либидо. Так вот, по статистике, во-первых, неофициальная статистика, одна знакомая у меня работает медсестрой в доме престарелых, и она говорит, что повышенное количество венерических заболеваний среди 70-летних людей, потому что они занимаются сексом друг с другом без разбору, направо и налево, беспорядочные половые связи среди населения дома престарелых. Ну и in general, как говорится, возраст практически уже доказано, что не влияет на возможность получать оргазмы, и современная фармацевтика позволяет решать некоторые проблемы с подъемом. Так что, если вы назвали для себя это самым главным страхом, не волнуйтесь. Если вы боитесь закончить свои дни в доме престарелых, не бойтесь. Всего 4% людей, согласно статистике, оказываются в доме престарелых. Если вы боитесь потерять рассудок и закончить с деменцией, Альцгеймером и прочими заболеваниями, статистика показывает, что этим заболеваниям подвержены только 12% людей. Всем остальным возвращаемся опять к первой части видео и смотрим, что делать, чтобы продлить когнитивные функции в хорошем состоянии как можно дольше. Если вы боитесь остаток жизни провести в депрессии и в подавленном состоянии из-за наступления старости, из-за того, что ваши возможности ограничены, вам в помощь статистика, общемировая статистика, которая подтверждает, что после опросов людей разных возрастных категорий самые счастливые люди находятся в категориях до 13 лет и после 60. Мы туда с вами идем большими шагами. Так что этого тоже бояться не стоит. Самая большая проблема с точки зрения американской статистики – это разобщенность и одиночество. И это состояние влечет за собой как раз-таки эмоциональные проблемы, когда человек в депрессии, физические проблемы, когда он подавлен, ему не хочется двигаться, и когнитивные проблемы, когда все это начинает угасать, как снежный ком. Именно поэтому на конференции большое внимание уделялось, на этом они конференцию собрали, большое внимание уделялось такие социальной составляющей, когда люди должны себя вытаскивать из одиночества, должны присоединяться к каким-то группам, встречаться по интересам, созваниваться с друзьями, назначать встречи, уделять этому время и прилагать к этому усилия. Тут как раз-таки вопрос приоритетов, потому что оказалось, что по мнению Американской ассоциации пожилых людей, это одна из ключевых проблем, которая за собой влечет все остальное. Поэтому, если у вас есть такая сложность, и вы себя чувствуете одиноким и затухшим, обязательно прилагайте усилия, чтобы себя из этим вытаскивать. Оказывается, это ключик ко всему остальному. Ну и по поводу сохранения интеллекта и достаточно высоких когнитивных функций. Этому способствует высшее образование. Никогда не поздно его начать получать. Кто-то вот тоже как раз собирается. Образ жизни, который позволяет вам испытывать самые разнообразные опыты, когда вы говорите «да» всему, чего бы вам только не предложили. Моя совсем свежая история. Мы ходили на специальное мероприятие, где мы в стену метали топоры.
Для меня это было вообще, что это такое, зачем это, что это? И первая моя реакция, как обычно, ой, нет, я ж не умею, буду выглядеть там как полная дурочка. Но я потом вспомнила о том, что я сейчас тоже на пути биохакинга, и я хочу быть долго бодрой, активной и здоровой, поэтому я сказала, хорошо, пойдем. И мы на самом деле получили невероятное удовольствие. Каждый такой новый опыт, как это связано с когнитивными функциями, каждый такой новый опыт создает новые цепочки в вашем мозге. И новые цепочки – это бодрость и активность вашего мозга дальше. Есть такой вариант, ассоциация пожилых людей говорила, брак с интеллектуальным партнером, но это не всегда уже есть у вас по умолчанию. Может быть, вы уже замужем, может быть, выбираете по каким-то другим принципам, не обязательно интеллектуального партнера. Но, тем не менее, окружать себя людьми, с которыми вы можете вести умные разговоры, которые будут вас стимулировать, зажигать и заставлять ваши мозги скрипеть, очень важно. Вперед ищите себе таких умных собеседников. И смотрите мои видео дальше, потому что я для вас тоже буду таким партнером, я надеюсь. Ну и, наконец, сюрприз! Много пользы для ума, для сохранения когнитивных функций дают занятия спортом. На эту тему есть официальные исследования, когда испытуемые должны были в течение 30 дней выполнять несколько простых упражнений, но требовалась синхронизация с музыкой, синхронизация с движениями. И по результатам этого исследования было выяснено, что эти простые упражнения 10-30 минут, они повышают уровень, способность к запоминанию, способность к усвоению новых навыков, повышают это в разы. Поэтому заниматься, все заниматься. Ну и, наконец, сейчас я вам расскажу свой страшный самый страх. Мой самый главный страх – это потеря энергии. Мой самый главный страх, что наступит момент, когда я перестану получать удовольствие от того, что я ношусь конем и скачу вот во все стороны, что мне будет везде лень, что мне не будет на это сил, что я лягу и буду лежать. И я с этим страхом тоже работаю, я с этим страхом справляюсь посредством воспитания в себе способности находить удовольствие и счастье в каких-то мелочах тоже. Быть дома, украшать все к Рождеству, запахи готовящейся пищи, прогулки, что-то совсем простое, не требующее таких огромных ресурсов. Потому что да, я знаю, что сколько бы сильно внимания я не уделяла, наступит время, может быть через 20 лет, когда я не смогу уже так безоглядно носиться по миру, все эти перемены самолетов, перемены часовых поясов. Но для того, чтобы быть способной счастливой быть и тогда, вот мне нужно научиться быть счастливой от самых мелких мелочей, которые не требуют перелетов. Это мой страх. А ваш страх какой? Что вы ответили на мой вопрос? Чего вы больше всего боитесь, когда вы думаете, что вы боитесь стареть? Боитесь ли вы бедности? Боитесь ли вы, что вы останетесь без работы? Боитесь ли вы, что у вас не будет секса? Видите, оказывается, у американцев свои страхи. Может быть, вы тоже боитесь, что у вас уже больше никогда не будет секса? Боитесь ли вы, что вы будете недееспособны, потому что ваши когнитивные функции разрушатся? Может быть, вы боитесь, что вы будете физически неспособны за собой ухаживать? Напишите в комментариях, поделитесь своими страхами. И я надеюсь, что это видео вам было полезным, что вы нашли для себя ответы на свои вопросы, потому что я очень готовилась к этому видео. Я хотела собрать максимально всю информацию, какую я на этой конференции получила. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, не забывайте заходить на Инстаграм. И напоминаю, что по промокоду Таня Генерал на сайте FitStar вы получите невероятную скидку всего лишь в ближайшие 7 дней. Потом лавочка закроется. Приходите, будем тренироваться вместе. У меня на сегодня все. Пока-пока.